Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я покажу, как заменить лампу задней фары на автомобиле Cherry Cuckoo. На автомобиле задняя правая фара стопа перестала работать полноценно. Слева загораются две лампы, а справа одна, потому что правая верхняя не работает. Для замены я купил стандартную лампу с двумя нитями накаливания фирмы Philips, которая имеет хороший срок годности. При работе с такими лампами старайтесь не брать руками за стеклянную часть, потому что на ней могут остаться жирные отпечатки, что повлияет на ее долговечность и светоотдачу. Перед заменой лампы необходимо в первую очередь отключить аккумулятор от электрической системы питания автомобиля. Для того, чтобы снять лампу, необходимо отсоединить заднюю фару. Для этого необходимо взять головку на 8 и открутить два болта крепления наружной части. Теперь необходимо снять заднюю правую внутреннюю обшивку багажника. Для этого я воспользуюсь специальными пластмассовыми лопатками для снятия клипс. Откручиваем в верхней части шуруп обычной крестообразной отверткой. И аккуратно отсоединяем провода крепления светильника багажника. Теперь можно обшивку убрать в сторону. С задней стороны фары в багажнике есть шпилька с гайкой ее крепления. Она находится возле этого разъема. Необходимо ее открутить и вынуть фару. После этого аккуратно вынимаем фару со своего места и проверим лампу. Нас интересует эта лампа. Необходимо прокрутить этот цоколь против часовой стрелки на полоборота и вынуть лампу с цоколем из фары. Аккуратно вынимаем лампу со своего разъема. С помощью мультиметра проверим целостность нити накаливания этой лампы. Устанавливаем переключатель на замер сопротивления и проверим обе спирали. Для проверки спирали этой лампы необходимо подсоединить щупы на корпус и на один из выводов лампы. Как видите, одна спираль перегорела, которая отвечает за работу тормоза, а вторая исправна, которая отвечает за габаритные огни. После этого необходимо установить лампу в свой цоколь. Для этого воспользуемся тряпочкой или полиэтиленом, для того, чтобы не оставить следов жирных на стекле. И после этого помещаем лампочку в фару. Помещаем фару на свое место. И прикручиваем внутреннюю гайку. Закручиваем шурупы крепления фары. И устанавливаем на место внутреннюю обшивку багажника в обратном порядке, подключив лампу освещения багажника.
После этого можно проверить, как работает задний тормоз, подключив питание аккумулятора. Теперь задний фонарь тормоза работает полноценно и можно ехать дорогу. Вы были на канале Дело мастера боится, смотрели видео о том, как своими руками заменить лампу на заднем фонаре автомобиля Chery QQ. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.